сделай так, чтобы моя мама не умирала. В январе 2019 года в популярное ток-шоу обратилась 30-летняя Айгуль. Она не просила помощи для себя, но надеялась, что на программе помогут ее 6-летнему сыну, который скоро останется без мамы. У матери-одиночки из Казани на тот момент была очень трудная ситуация – неоперабельный рак груди в 4-й, терминальной стадии. После выхода передачи в эфир семье Айгуль стали помогать люди из разных городов и даже стран – деньгами, посылками, советами и словами поддержки. О том, что Айгуль тяжело больна, она узнала в 2014-м, ей тогда было 25 лет. Отец Амира ушел из семьи еще до рождения ребенка, когда Айгуль была беременна. А еще за год до этого у женщины от рака умерла мама. Меня с новорожденным сыном отчим выгнал из дома. Сейчас мы живем у моей пожилой тети, рассказывала тогда молодая мама на своей странице в социальной сети. Айгуль пережила операцию, вроде бы почувствовала себя неплохо, однако через год обнаружились метастазы. Болезнь быстро перешла в последнюю стадию. По всем прогнозам она должна была умереть еще давно. Держала только одно – страх за сына. У них с тетей не было средств, все уходило на лечение, на последние деньги, снимали квартиру. Влачили практически нищенское существование. Не хватало не то что на лекарства, даже на еду. Опека сразу предупредила, чтобы пожилая родственница даже не рассчитывала оставить Амира у себя. В опекуны тетя не подходила ни по возрасту, ни по состоянию здоровья. Амиру грозил детский дом, и этого мама мальчика боялась больше всего. Лишь после огласки на ток-шоу опеку над ребенком разрешили взять ее 67-летней тете Рахиле. Кроме того, после резонанса, который вызвала история Айгуль, президент Татарстана распорядился оплатить мальчику детский сад, школу, занятия в секции по футболу и помог оплатить многочисленные долги за жилье. Лишь решив эту проблему, Айгуль согласилась на новый этап лечения. Несмотря на плохие результаты анализов, последняя операция женщины прошла успешно. На своей соцстранице она даже писала, что чувствует себя значительно лучше. Медики сделали все возможное. Но, увы, есть те пороги заболевания, которые уже не вылечить. Осенью Айгуль резко стало плохо. Женщину поместили в казанский хоспис, где она провела последние дни. Маленького Амира привезли в хоспис прямо со школьных уроков, чтобы он успел подержать маму за руку последний раз. В ночь на 15 ноября Айгуль не стало. «Ты же знал, что так будет?» – спрашивала тетя у мальчика. Он отвечал «Да». В новой семье обжился, но о маме вспоминает каждый день. У него на столе стоят фотографии, где они с мамой. Когда делает уроки, смотрит на эти фото. Смотрит с огромной благодарностью и любовью.